Привет, народ! Пришел мне вот такой вот маленькие посылочки из Китая. Ну, от товарищей китайцев. Сейчас посмотрим, что нам прислали. Ну, я догадываюсь, что. Вот, для этой штучки. Но не знаю, если получится это все произвести культурно и красиво, так как, посмотрев все то, что должно быть, есть ключ, вот за него я переживал, если будет он или не будет. Вот это, вот за него я переживал. Ну, посмотрим. Короче, это этот поляризационный фильтр для камеры, потому что когда стоит и снимает видео в машине, ну, не только в машине, там и витрины, и воду, и так далее, то это отражение от стекла происходит, все это видно. Вот за него я переживал, если... Я не знал вообще, как, если его нет, как я смогу ли я. Потому что должно это все происходить, сейчас покажу как, ну, вместе с вами. Сам не знаю, но вот он, красавец. А вот это что такое? Реклама, наверное. Ну да, это магазин. Ага, магазин вырезать. И можно две наклеечка просто, да? Так, у GoPro-шки сделано как? У GoPro-шки проще сделано. У нее просто снимается и одевается ND-фильтр именно на линзу. А здесь они сделали, нужно его именно снимать. Сейчас посмотрим. Кстати, про вот эту вот вещь я уже рассказывал. Снимается он у них вот так вот. Я так понимаю, вот так вот раз, вот он одевается и поворачивается. Раз, и вот. Не знаю, сейчас попробую первый раз. Ага. Вот, все. Вот, снял. Да, и все. Раз. И снял. А белая, это ж у них показатель этого. Белая, я сказал. Он... Тут клей какой-то был, что ли? Ага, наклею. Надо будет разобраться, посмотреть, что это такое. Да, заклеено было. Угу. Чтобы не снимали, да? Так, ну ладно, оденем вот с этими. О, все. Да, немножко даже криво одел. О. Не, еще надо чуть. Ну вот это надо угадать еще. О. Все. Блин, там где-то пылинка. Нет, она тут на поверхности была. Что-то я не совсем понял. Такое ощущение, как будто поломалось. Нет, ну нет, клей. Клей. То я аж испугался. Приклеено было. Вот он, клей. Вот он, высыпался. Сейчас через увеличительное стекло еще посмотрю. Тут где-то недалеко было. Клей, ребята, это все клей. Вот. Так, ну вот. Про камеру сильно опыта нету, много не снимал, но камера, конечно, класс. По сравнению с GoPro, я так понимаю, ну это ж мое субъективное мнение, я так понимаю, GoPro есть теперь к чему стремиться. Вот он, клеек этот. Есть к чему стремиться и чем заниматься. Безупречно работает дисплей.
плане вот прикасания всего этого, это просто, ну, просто не передать. У меня была первая GoPro 9, но там это была жесть. А здесь просто раз и все. А сейчас у них произошло это. Апгрейд пришел новой камеры. И вот уже раз и выбираем тут все, что надо. Звук можно отключить, включить. Вот. Это что такое? Я нажал, даже не знаю, что это. А, это какой-то... Ну, я не знаю, что это такое. Как-то оно вот... Вспомогательные линии. Ага, это какие-то вспомогательные линии включены. А, или как вертикально, как горизонтально будет снимать. Да, он и так снимет. Не знаю, я этот режим не знаю, еще что-то не пробовал. Так, ультра... Так, 45 горизонталь. Блокировка горизонта на камере может на 45 влево и вправо. Кадры остаются выровненными. Эффект можно просматривать только после экспорта через приложение. Блокировка горизонта на 360. Ну вот, в общем... Обалдеть, я камеру наклонил, вон на сколько градусов, да, а он все равно горизонт держит. Обалдеть. Так, ладно. Но это не то, это я не хотел. Я не знаю, что. Фритайм какой-то режим, не знаю. Фрифрейм. Пур видео. Ага. В общем, режимов много. Я всеми не пользуюсь, я пользуюсь 8К, в основном это. Ну, а теперь вот мне нужен был вот этот вот мне нужен был фильтр. Для того, чтобы в машине можно было снимать и не отражалось со стекла ничего. Ну, вот я сейчас для интереса еще это... дисплеем вот этим вот я не пользовался. Это вот раз и себя красиво снимаешь. Там, да, сразу он лицо фиксирует, на тебе за этот, как его резкость наводит, и все работает. Вот. Ну, я им не пользуюсь, он мне не нужен, но есть. Вот. Ну и режим же 8К, да, поэтому GoPro-шка должна быть готова. Плюс здесь еще есть это, ну, как они называются. А почему у меня здесь не срабатывает? Ага, это, наверное, через приложение, через телефон, да? Странно, вроде тут срабатывало. А, вот, все, ага, вот, влево вытаскиваешь, я что-то протупил, вот, и уже выбираешь пресет, какой тебе нужен, там, низкоконтрастное изображение для более тонкой настройки цветной при обработке, вот у меня стоит, и я потом врубаю. Режимы включено, там, лучшая стабильность при низкой освещенности, включено все, вот. Высокая, это что у нас, высокая... Четкость видео наибольшая. Вот. Максимальная резкость не допускает сжатия при выгрузке на онлайн-платформы. Вот. Что тут? Ну и так далее. Вот. Все, разобрался. Ну, речь сегодня шла об вот этом. Я сейчас еще хочу, наверное, еще раз его сниму и посмотрю, если это... Если там... Этот клей можно вычистить. Нет, ну можно, раз вот он раз открылся. Не буду я там лазить. Она закрывается, работает. И это сейчас попробую рукой. Закроется, нет? Бешеное усилие. Вот еще одну штучку придется возить с собой. Раз. Да, еще надо чуть-чуть дотянуть. Вот нет почему-то ограничения. Раз, чтобы и все, и вот оно так стало, и вот все ровно, да? Чтобы не это. Вроде как можно его перетянуть чуть-чуть. Вот это вот плохо почему-то. Может, это не оригинальное, просто этот. Ну все, ребята, суть была в этом, как его, в поляризационном фильтре. Вот, именно в нем. Ну вот это теперь, куда вот это вот теперь положить в коробочке, чтобы оно было и возилось с собой. Ну, я попробую сейчас еще тут чуть-чуть подчистить. А ну, если получится, да?
Да, получится. Все тогда. О, вот оно. Вот оно. Раз и все вычистится. Но в камеру не полезу, не хочу. А здесь это все вычищается. Странно, почему они его заклеили. Вот если бы, ну, фильтр одевался на него, я бы там понял. Так, вот. Не знаю, не могу сказать, но вот почему-то был посажен на клей. Странно. Ладно, суть не в этом. Бог с ним. Все это уберем. Да что ж такое, там пылинка, зараза. Посмотрим потом, как будет работать. Оно будет работать, у меня на GoPro-шке работает же. Вот. Так что будет работать, и никуда он не денется. Вот. Просто таскать, ну я таскать его не буду с собой, потому что я все время пользуюсь вот этим фильтром. Это я назад так вот раз засуну и протестируем потом. Так что китайцы не подбили в очередной раз. Просто голову ломаю, зачем они заклеили вот это вот. Там, не знаю. Так что, ребята, думаю, мы же люди хорошие, да? А хорошие люди должны работать хорошим инструментом. Играться хорошими игрушками. Ну вот, теперь будем играться хорошим этим фильтром на хорошей камере. Камера хорошая. Всем спасибо за ваше время. Всего доброго и до скорых встреч.